Трихки S7. Вот такой вот мини-ПК. Чтобы вы понимали, это мини-ПК на одном из моих любимых мобильных процессоров, на которых именно выпускают мини-ПК. Это у нас Ryzen 7, 8-ядерный, 16-поточный, 7840HS. Конечно же, с одной из самых интересных график мобильных встроенных, 780M Radeon, и на ней можно действительно поиграть. Поэтому этот мини-ПК зачастую позиционируют как игровой. Так вот, еще вот именно этот еще и стоит прикольно. То есть за определенные деньги, про которые мы сейчас расскажем, вы получите классную конфигурацию с таким вот ПК, с таким процессором, с USB 4, с Thunderbolt. Короче, ребят, все, на канале Технозон, поехали. Мы его откладываем. Увидите на распаковке, мы его и раскрутим. А мы на фирменном сайте, вернее не на фирменном, а на сайте продавца, где мы его покупали на Амазоне. Я ссылку разместил в описании под видео. Это еще не все. Я сейчас дам еще одну ссылку на AliExpress, чтобы вы не думали, что я не позаботился о вас. А то скажете, на Амазон. Нафига нам на Амазон? Давай на AliExpress. Есть на AliExpress тоже. Смотрите, в чем фишка. Этот... Вообще, слушайте, стоп. А вы подписались? Нет? Давайте. Подписались. Нажали колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные видосики. Ну и, конечно же, ссылки на этот мини-ПК лежат в описании под видео, как и ссылки на наши телеграм-чаты, телеграм-каналы, где можно обсудить технику и различные приколы. Слушайте, смотрите, это очень похоже на OEM Белинка. На OEM завода АЗВ, на Belink R7, который вот тоже на таком же процессоре, на полностью таком же, на Ryzen 7, но он чуть-чуть отличается компоновкой платы, передней своей панелью, и вот это все, чем он отличается. У него металлический корпус. И это та же самая конфигурация. Но Belink R7 интереснее в своем исполнении и качестве. То, что это тоже Belink, я уверен на 100%. Здесь чуть-чуть другая компоновка, чуть-чуть больше портов USB, немножко больше, немножко по-другому сзади все это расположено. И что у нас именно внутри? У нас есть слот под M2 NVMe дополнительный, потому что на первом месте у нас стоит, на первом слоту у нас стоит 500 гигов M2 NVMe диск с достаточно прикольной скоростью до 5000 мегабайт в секунду, которая у нас является PCI-Express 4 X4. Память у нас DDR5 5600 МГц в двухканальном режиме, либо в четырехканальном 32 бит в субканалах. Wi-Fi 6, у нас 2,5 гигабитный LAN. И, честно говоря, очень много различных моментов того, что, ну, слушайте, проц до 5,1 ГГц у нас в турбобусте работает. И очень много разных моментов показывают о том, что на нем играют. Они показывают какие-то FPS, в которые я, честно говоря, не верю, потому что я играл в PUBG, например, в стабильные 60 FPS. В PUBG, в полноценный, в стабилочку. Даже было у меня там в пике 80-90. Это я играл. В танчике я даже не буду тестировать, там больше 100 FPS этот мини-ПК тягает. Потому что мы уже делали обзоры именно на вот такие вот мини-ПК. При этом здесь мы сможем даже поиграть в Киберпанк. И в CSGO где-то с 120-170 FPS или CS 2.0, если уже там говорить точнее. И есть огромное количество каких-то моментов. Не греется, не тротлит, именно не греется до критичных температур, не тротлит. И самое главное, что тест PCMark 10 показывает, что на нем можно даже редактировать и рендерить видео. Однако от себя скажу, то, что я делал реально на таких процессорах, это Full HD. Да, Full HD вы можете поредактировать, порендерить на лету. Если использовать прокси, то и 4К можно потягать. Достаточно интересный мини-ПК. Есть возможность подключения нескольких мониторов. По крайней мере 3 я подключал через DisplayPort, через HDMI и через Thunderbolt дополнительно. И главный еще момент, это то, что я уже делал, я вам разместил в описании под видео ссылку на видео, где я подключал к такому мини-ПК с Thunderbolt на USB 4 внешнюю видеокарту. Вы тогда можете получить полноценный игровой комп, именно, знаете, там, например, в PUBG не до 80 FPS, а до 200, если туда нафигачите какую-то видеокарту, например, GeForce 3090. Такое возможно, даже 4-ю серию уже на такие переходники ставят. Поэтому я вам скажу, мне понравился, ссылки в описании, мы переходим на распаковку, тестирование
тестирования и на выводы потом. Именно с разобранного образца решил начать. Знаете почему? Чтобы вы увидели, как здесь все прикольно сделано. Посмотрите на эту плату. Во-первых, у нас стоит M2 NVMe SSD на 500 гигов, которые можно, скажем так, поменять формата 2280. Под ним Wi-Fi модуль стоит. Здесь есть два модуля памяти, смотрите, Crucial, которые можно поменять на 64 гигабайта. У нас очень неплохо сделанное активное охлаждение, сверху которого можно еще один M2 NVMe SSD прилепить. Пожалуйста. То есть, пожалуйста, мы можем взять и поставить. То есть мы можем его, конечно, сейчас соберем, но очень хотелось, я когда разбирал, показывать. Спереди 2 USB 2.0, Type-C-шечка, наушнички. У нас везде отверстие для охлаждения, сзади диффузор охлаждения. Мало того, у нас нижняя вот эта вот нижняя крышка, она тоже вся сделана, она, во-первых, металлическая, во-вторых, тоже вся сделана для того, чтобы было нормальное охлаждение. Вообще, вот это вот Billings Air серия. Это Billings Air, только переделанный, вернее, OEM для американского рынка, по сути. Сзади у нас LAN RJ45 на 2,5 гигабита, USB 2.0, Type-C, это Thunderbolt на USB 4, дисплей, HDMI и разъем питания. В комплекте у нас есть крепежик, есть у нас винты для крепления, а также у нас есть, смотрите, вот такой вот блочок питания 19 вольт на 5,26 ампер. Есть у нас два HDMI, один короткий, один длинный, это для крепежа за монитором, вот с помощью такого крепежа. И все, больше ничего нет, а больше ничего нам и не надо. То есть, коробка и инструкции, само собой, мы не будем про них говорить, потому что это всего лишь коробка. Все, ребят, собираю, подключаю и тестируем. Ага, сразу смотрю на тесты M2 NVMe SSD, как-то уж так получилось, и скорость 4928 мегабайт в секунду на чтение, 2283 на запись, и все остальные цифры у нас показывают просто-напросто отличные для этого сегмента и цены показатели. Просто отличные. При том, что температура при тестировании поднялась не выше 54 градусов, а это очень хороший показатель охлаждения. То есть тут мы имеем с вами все хорошо, скажем так. Имеем с вами классные показатели. А тут мы с вами видим, что это AMD Ryzen 7 7840HS, Phoenix 54 Вт, TDP, 4-нанометровый техпроцесс, 16 мегабайт кэш третьего уровня, слушайте, 8 ядер, 16 потоков. Все вроде бы стандартно для этого процессора. Это сокет FP7, очень неплохой проц на самом-то деле. У нас видеокарта, это AMD Radeon 78M, это встройка, при этом одна из самых мощных встроек, с поддержкой DirectX 12, PCI Express X16 4.0 на X16 4.0. На DDR5 4 гига пока что, скажем так, динамически она расширяется. Само собой, кроме CUDA у нас здесь поддержка есть различных технологий. Вообще неплохая видеокарта, как для встройки. Вот действительно, встройка так прям вообще суперовая. Давайте закроем GPU-Z, посмотрим, что у нас тут еще есть. Мать нам не интересно. Память у нас работает в многоканале. Вообще, знаете, как в многоканале DDR5 работает? Она работает либо 2 x64 канала, либо может в субканалы уходить 4x32. Здесь и пишет 4x32. О, хотите, можем побенчить. Давайте бенчмарк CPU сделаем. Посмотрим, с чем его можем сравнить из того, что есть в самом CPU-Z. Так, попробуем выбрать какой-то проц. Вот Ryzen 9 5950X, там 16 ядер, 32 потока, он почти в 2 раза мощнее, потому что больше потока. А в одноядерном тесте он просто-напросто сливает, вот так вот. Это то, что очень-очень близко. Конечно, там с различными процессами можно сравнивать. Нам более здесь детально покажет, знаете что? Нам покажет, наверное, AIDA 64. Будет, наверное, более наглядно. И если в самой AIDA 64 мы пойдем с вами, например, там в CPU Queen и запустим, допустим, элементарный тест, самые простые, то мы можем видеть, что он там варьируется где-то между i9, сборками на i9 11900 и 12900. И конкретно, если брать проц, да, то есть мы сейчас говорим брать проц в паре с его памятью в его конфигурации. Для меня более показателен PhotoWorks, это уже прямая производительность, например, в рендеринге фото и тому подобного. И тут мы уже видим его между Core i7 7800X и Ryzen 9 79500X, 7950X, господи, 79500, 16-ядерным. То есть это вот намного интересней, то есть он подтягивается к таким мощным процессам, и это мобильный процесс, то есть мы должны это понимать.
И для примера вам показываю стресс-тест через определенное время, сколько бы мы его не стрессовали, больше 50 градусов данный ТВ-бокс, данная материнка, данный процессор просто-напросто не греются. Вот и все. То есть мы его стрессовали, и вот это вот он будет прямо без всякого тротлинга. То есть мы не видим здесь проблем ни с перегревом, ни с чем остальным. Давайте сейчас посмотрим на сенсоры. Вот у нас сенсоры идут, вот 58-56 градусов. Хотя сама по себе AIDA, она не показывает, нормально это я останавливал, паузил тест, она не показывает нормально температуру CPU для этого проца, поэтому температуру CPU мы будем смотреть уже в реальных тестах использования, то есть в играх, например. Так, если говорить про тесты скорости сети, то здесь 2,5 гигабитный порт, пожалуйста, он там показывает на текущий момент на какой-то из серверов 1,8, здесь обычно все честно, и с учетом того, что здесь стоит, давайте, кстати, знаете, что я вам не показал, пока оно там тестирует, я вам обязательно должен показать его конфигурацию в самой панели управления. Ну, ничего необычного. Смотрите, диспетчер устройств. Видеоадаптер у нас 17780M, давайте оставим. Дисковые устройства у нас вот он, CT500P, вот этот вот, который мы смотрели. Теперь сетевые адаптеры, очень интересно. У нас Wi-Fi 6 AX200, это сам по себе сетевой, и вот наш процессор. То есть больше нам тут смотреть нечего, в принципе. Чисто вот показал вам для того, чтобы вы понимали, какой адаптер. Это у нас LAN J45, отключаем от сети его и подключаем Wi-Fi 6 ГГц, Wi-Fi 6 5 ГГц, вот таким вот образом. Вот он, сейчас мы подключимся. 5 гигагерцовый Wi-Fi у нас показывает средний результат. Это примерно там под 500 мегабит. Ну, тут все зависит от роутера, от обратной совместимости. У меня Wi-Fi 7 роутер, возможно, в режиме обратной совместимости он может давать там какие-то такие показатели. Сейчас посмотрим на отдачу, будем понимать реальные цифры, которые может выдать этот адаптер. Это, в принципе, вот 700, а ну давай 800 покажешь, 750. Это для работы на мини-ПК это нормальные цифры. Я рекомендую здесь подключаться на LAN J45. И 2,4 ГГц Wi-Fi. Давайте посмотрим. У нас выше среднего. Это хороший показатель, кстати, для 2,4. Очень даже хороший. 200 мегабит. Отлично. Просто отлично. Для 2,4 вообще просто топ. А ну смотрим. Да, это 2,4. 2,4 в Wi-Fi 6. Поэтому по сетевым модулям по 5 ГГц хотелось бы больше. Хотя, я вам скажу, если хочешь хороший 5 ГГц, то надо брать немножко другие мини-ПК, например, чистый Belink, то там, конечно, это реализовано круто. Слушайте, но браузить мы здесь сможем. Видосики просмотреть тоже сможем, потому что очень мощный проц. Всех интересует игровая производительность. Давайте запустим одну какую-то игру, а потом уже будем тестировать дальше. То есть мы посмотрим еще кое-какие тесты. Так, пап, ну пошли посмотрим на настройки. Что у нас тут оно ставит по умолчанию? По умолчанию оно ставит низкое, очень низкое, среднее резкости нет. Короче, давайте поставим. А давайте запустим в той конфе, в которой оно предлагает. Все-таки. Давайте стартанем. Так, в такой минималке мне для комфортной игры надо будет больше 60 FPS. На текущий момент 86-88. В принципе, такие низко-средние настройки. Я думаю, что мы можем даже немножечко поставить средние настройки и попробовать на средних. Вот мне главное, чтобы ниже 60 не опускалось, тогда это будет комфортно. Слушайте, 73, 75, ну сейчас высадимся, будем смотреть. То есть это у нас середнячок. Такой, а вы видели, какая у меня легендарочка, да? Одежка. Шмот у меня легендарный немножечко. Так, давайте высаживаемся куда-нибудь. А куда мы высадимся? Мы высадимся куда-нибудь, где бы нам не мешали делать тесты. Слушайте, ну на 780M, ну развивается платформа, уже можно играть вообще на средних настройках спокойно в PUBG выше 60 FPS без каких-либо проблем. Вот серьезно, для меня это просто вот классный вариант. А ну давайте так, 93, 94, смотрим. Приземляемся.
Я, конечно, не со своей мышкой, не со своей клавиатурой. Никто больше со мной не падает. Нет, вроде бы никто. Потому что я привык совсем к другой мышке. Я играю на DM, либо на DM7, либо на Asus Zephyrus. Вот так вот. Слушайте, ну смотрите, 96-98 FPS, 100 FPS внутри помещения. Это как вообще? Это вообще законно? Вот надо рюкзак мне третий, я выпал не тогда, когда я играю, серьезно. Что за беспредел вообще? Слушайте, а может поднимем чуть настройки графики, а? 80, 78, FPS 75, 73, а давайте-ка мы немножечко с вами подзадерем не средние, а высокие. О, там сразу подприсело. — 82, 91. Слушайте, а что вообще происходит? Нормально можно поиграть. Вообще видели это? Понятное дело, что некоторые настройки не вступили в силу и нужна перезагрузка совсем у некоторых. Но, блин, на это можно играть. Я в шоке. Отлично. А ну, от первого лица. 85, 86. Да нормас, ребятки. 76, 75 минимально. 78. Охренительно. Вот реально охренительно, прикинь. В PUBG я вот так первый раз играю на 780 чипсете, вот так, чтобы на... Вот иди сюда, смотри. Реально, вот смотри, там 80 FPS, плавность прикольная, кстати. Ну, так я сам в шоке, вообще прикол. 74, нам главное, чтобы не ниже 60 на Full HD. И она спокойно в это тянет. Ну, короче, ребят, что я могу сказать? PUBG, в принципе, прошел свои тесты. GPU 72 градуса, CPU 73 градуса. Абсолютно реально нормальные температуры. Чтобы вы понимали. Потому что, я вам скажу, вот эта вот Ryzen 7 серия мобильных процессов, именно мобильных процессов, они могут греться до 95. У меня мой Asus ROG Strix, у меня их два ноутбука. У обоих греется 95 градусов температура процесса. 95. А здесь 74, отлично. Ребят, я выхожу, вышел случайно. Ладно, выхожу, пойдем дальше. Если говорить уже об игровой производительности в 3D Mark тесте, то мы сейчас увидим эту цифру. Это у нас 3244, это, знаете, на уровне выше, чем у Steam Deck. И, кстати, на этой штуке можно завести eGPU. То есть можно завести внешний GPU с помощью различных адаптеров. И у вас, например, вы сюда можете втулить там 4060 и будет вообще сборка шикарнющая. И они прогнозируют, что на Battlefield 5, ну давайте мы Full HD берем, все-таки это Full HD решение. На Battle будет 70+, на Apex будет 120 плюс на Full HD, GTA будет 150 плюс, RDR будет 42 плюс вторая RDR и Fortnite 185 плюс кадров. То есть это нормальная такая себе тема. Я, конечно же, провел тесты PC Mark 10. И здесь нам сразу станет понятно, для чего он годится. Им не нужно нам включать кучу браузеров, нам не нужно включать какие-то проверку видеоконференц-связи, что PC Mark это все делает изначально. Смотрите, я проводил два теста. Один был кастомный, я его прервал, потому что не понял, что я сделал, короче, с этим кастомом. Другой. 6111 баллов, сразу говорю. Essential — это у нас запуск приложений, видеоконференц-связь, работа с веб-браузингом, проигрывание видео через веб. Работает идеально до 4К. Это у нас суперовый показатель именно в производительности. 11 тысяч в этом разделе, это очень высокий. Теперь продуктивность 7597. Охренительно. Говорю сразу, это написание таблиц, это написание документов, работа с базами данных, копирование в каких-то формуляров, сохранение, загрузка документов. Отлично. Фоторедактирование.
Нормально, можно работать. Видеорендеринг можно работать без рейтрейсинга. Рейтрейсинг 16 FPS, обыкновенная графика у нас, рендеринг и визуализация 114 FPS. Отлично. И видеоредактирование на лету 47 FPS. Можно работать по видеомонтажу на данном мини-ПК. И можно рендерить и работать с Full HD проектами. 4К он не потянет, чтобы вы сразу понимали. То есть мы с вами понимаем, что и YouTube, и различные стриминговые сервисы, и всякую фигню он потянет без ограничений. Поехали с вами запустим Киберпанк. Киберпанк очень показателен тем, что у него есть классный тест производительности, там будет понятно, сколько чего он тянет. Идем в настроечки, в графику. Ну, у нас здесь, видите, IFSR 2.1 стоит, кстати. Так, что у нас там? Автоматическое разрешение, качество текстур высокое. Слушайте, трассировка лучей минимальная. Давайте попробуем на этой графике. Оно по видео это Full HD, да? Давайте попробуем, запустим тест. А ну, подождите. Стоп, у нас случайно не включено. Сейчас посмотрим. Вертикальная синхронизация выключена. У нас просто замерзли FPS. Ну ладно, поехали, посмотрим, что получится. Так, на таком качестве графики я был удивлен. 24-25, да, это не подходит. Поэтому ждем. На улице у нас 30 FPS до 30. Ну, маловато. Сейчас будем снижать качество графики, потому что я там посмотрел, качество текстур высокое. Думаю, ну ничего себе. Для киберпанка как-то, ну, чересчур много. Подождем. 25,9, максимальный 32, минимальный 25. Да, маловато. Давайте мы с вами чуть-чуть поиграемся. Трассировку лучей надо выключать. Я думаю, что если мы поставим среднее качество, и у нас будет без трассировки лучей, и запустим тест, то у нас будут совсем другие результаты. Давайте посмотрим, что получилось. Вот трассировка. Я сразу как-то, она меня дернула, эта трассировка. Я сразу подумал, что это не подходит. В это уже можно играть. Выше 30 FPS это играбельный процесс. Это как на плойке на 4. Серьезно вам говорю. Смотрите, вот самые тяжелые моменты, там 30, это там, где дымка вся идет. На этом мини-ПК можно играть в Киберпанк. Все, вот мой вам вердикт. На этом мини-ПК можно играть в Киберпанк. Ха-ха-ха. А ну смотрим, открытая местность. 49. Блин, ребят. Это встроенная графика. Это встройка. Выше 30 FPS на средних настройках без трассировки. У меня слов нет, вот честно. Отлично. Ждем. Давай. Интересные уже результаты. 45-21. Что самое интересное, минимальный FPS был 38, максимальный 53. Все, мы достигли играбельных показателей на средних показателях. Слушайте, а на низких настройках мы что, сможем получить еще и нормальный тест какой-то? А ну давайте запустим тест. Очень интересно. Так, 48, ну здесь особо мы уже так к 50 подобрались, особо нет разницы между средними и низкими настройками. Поэтому я бы играл бы на средних и уже такое более-менее прикольное качество графики. И на этом можно играть. Очень даже. Ладно, дождемся конца теста. Даже 60 показывают, ничего себе. Да, максимально 60, минимально 45. Есть разница, все, выходим, а мы по Киберпанку все поняли. Я вообще думал еще провести, ну, например, там CS2 и Horizon. Давайте Horizon посмотрим, а потом еще CS-очку, и уже будет более чем достаточно нам для тестов, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Вы же смотрите, я же для вас температуру показываю. Здесь у нас в Horizon настроечки. Смотрите, а что за настройки графики у нас такие веселые. Так, FPS нет, все, лимита нет. Давайте в самой графике посмотрим. Да, я хочу применить это все дело. Сама графика, оно поставило, видите, память занята под 3874, оно поставило низкие некоторые настройки на медиум. Облака, вот нафиг мне облака на средних. Я лучше
облака поставлю на низкие. Ну, сейчас. Оно ниже медиума не ставится. Ну и ладно. Запустим бенчмарк и посмотрим, что у нас получится на Horizon и на данном мини-ПК. В разных вариантах, кстати. На общих планах 53 FPS, 54. Нормально, в принципе. Ждем, когда будут какие-то проходки, машины. Но, кстати, на DirectX 12. Это очень играбельно для процесса игры. То есть 50 FPS это хорошо вот в данном случае. Чтобы вы понимали, на плойке, на старте Horizon не работает 60 FPS. Не говоря уже там о 120, я про PlayStation 5 говорю. У меня плойка есть, я знаю, как я играл на ней. Поэтому знаю, о чем говорю. Так, ну смотрим. Процессор у нас нагрелся 72 градуса и выше не поднимается. 71 GPU. Все, давайте дождемся конца теста. Сейчас мы чуть-чуть ускорим это все дело. И уже потом посмотрим на результаты. Итак, средний FPS 52. Это очень неплохо для максимальный 77, минимальный 31. Играть в Horizon на данной сборочке не то, что можно, а еще и нужно. Потому что это не полноценный ПК, это мини-ПК. Давайте еще Counter-Strike 2 попробуем. И уже потом сделаем выводы. Так, ну что, КС-очка 2. Так, пинг вижу. Где мои кадры в секунду делись? Ух ты, как пролагивает. Вы видели вообще? Сейчас мы чуть поднастроим и посмотрим, что у нас с настройками. Во, в таком варианте у нас сейчас 72 кадра в секунду. В принципе, это не киберспортивный вариант. Мы это все понимаем. О, видели, как лагнуло? А я вам расскажу почему. Потому что здесь стоят, ну, очень-очень высокие для этой видеокарты настройки. Так, текущий шаблон настроек графики высокая. Давайте поставим среднюю и посмотрим, что у нас с этим получится. Иди сюда. Так, кого-то мы прибили. 110-120 кадров в секунду. Само собой. Блин, вот это я Акела. На тебе. И меня прибили. 143 кадра в секунду. Смотрим. 124, 106. Играбельно. Очень даже играбельно. Блин. Да блин. Надо было курсор включить. Я не игрок в КС-ку. Я игрок в PUBG. КС-ка для меня немножко, знаете, сюрреалистично. В том плане, что в PUBG более приближено к реальности. И там поиграть... Ой-ой-ой. Там и целятся, знаете, более такие физические законы больше подходят. А ну давайте. Ай-яй-яй. А вы когда-нибудь в жизни задумывались, вот они стрейфят, да? Вот насколько стрейф в жизни поможет увернуться от автоматной очереди, да? Вот ты стрейфишь там где-то на поле боя, это просто сюр, я вам серьезно говорю. То есть в PUBG действительно чуть пореальней. Здравствуйте. Кого-то даже замочалили. И меня кто-то замочалил. Слушайте, ну играть в таком варианте можно до 170, 135, 170, туда средние кадры в секунду. 115, 117. Ой-ой-ой-ой-ой. За что? За что? Про что? Непонятно. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, игрок из меня. Ну, во-первых, приигрываться надо, пристреливаться. Мышка говно. Я без звука. Это просто трэш. Так, есть кого-то там? Ой-ой-ой. Ты что? Ты что? За что? Пристреляться надо, ну, нужно разыграться. Вообще играть невозможно. Слушайте, я вообще готов проходить и резюмировать данное видео. В
качестве выводов скажу, данный ПК стоит своих денег, я его действительно рекомендую для домашнего использования, для незатейливых, не киберспортивных игр, скажем так, и само собой там ультра какие-то мега тяжелые игры не будут у вас идти в максимальных настройках графики, это для начального гейминга, когда вот просто вам чем-то надо, скажем так, заняться, а не профессионально поиграть. Для трейдинга, для программирования, для работы с графикой это действительно хороший, действительно хороший компьютер. Мы его действительно рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.